Находимся в парке, вход платный. Ну и как обычно, в таких местах есть еще платные места. В платных местах есть еще платные места. Короче, вход 250. Вот это бамбуковая тропа. 5 песо. Войти сюда стоит. А, вот они, бамбучные всякие разные дела. Тайский бамбук. Бамбуса мультиплекс. Тут вот эти вот маленькие ростки. Бамбук детка. Sacred Bali Golden Бухо. Куча разных видов бамбука. И видно, что вроде бы не всем тут, так сказать, может быть по климату. Или может быть за ними плохо ухаживают. На дереве растут эти растения, которые высасывают влагу. Даже им досталось. Сухие, как корка. В общем, есть тут еще всякие разные активности. В виде покататься что-то там на баги, на джипах. Поплавать на каких-то кругляшках по водичке. Вот, сейчас посмотрим. Сегодня у меня, в принципе, запланировано как минимум 2 активности. Это большой толстый. Тедди-бир. Неужели можно на животных посмотреть бесплатно? Python? Python. Albino python. Albino Burmese python. Ada my picture. Python is rest. Iguana. I come with you? Small python. We need touch. Where? Sling? Like this? No thanks. Ano naman? Kasi okay ning ang ayang TV. Nindot picturean. Оп. Отвернулся. Помесь песца я даже не знаю кем, с волком. Asian Palm Civet. Ah, kinira tutas. Saging. Pulig ikaw ko. Naway na. Di, pwede ito ka. Ang buutan eh. Oh.
Парк есть туда, но там, скорее всего, ничего нет. Это, наверное, как раз для езды по дорожкам. Вот такое вот дерево мне повстречалось на пути тропы для джипов. И у нее очень острые вот эти вот, как пила. Очень острые. Древесина, а на концах вот такая вот пила. Прикольно выглядит. Это прям реально древесина. И на концах вот такие вот листочки. Пальма. Для нас-то все пальма. Вон там муравьи гнездо свили. Из грязи и глины. В общем, тут такая тропа на самом деле. Исключительно для джипов. То есть берешь, арендуешь джип. Я не помню там, сколько там в самом начале было. Когда приходишь, там написано всякие разные активности и всякие дополнительные стоимости. И вроде бы то ли 500, то ли 750 прокатиться на джипе. Но здесь не так уж и далеко на самом деле. То есть, я так понимаю, тем более ведешь не ты, а везут тебя. О, слишком близко подходить к ним не буду, но так пройдусь. Вот эти вот водные быки Карабао, они очень любят водички поныжиться. Да? Мне как раз туда надо. Пропустите меня, пожалуйста. Спасибо. Сократил немножечко путь. Добро пожаловать на рисовые поля. Welcome to the rice fields. Такие места прикольно сделали. Там, по-моему, качели есть. Там на посидеть места. Можно пойти погонять индюков. Или кто это такие. Курицы, видите, какие махноногие. Какая-то особая порода у них там. Так, вот они, рыбки. А как их кормить? Кто мне объяснит, как мне кормить рыбок? Вот они здесь уже прикормленные, ждут. С обратной стороны их нет. Они все с той стороны моста прикормленные. Вот еще рыбки. Здесь мостик как будто бы чуть-чуть пониже, или воды чуть-чуть побольше. Они уже с двух сторон плавают. Может немножко бликовать, не видно их в зарослях. Зато вот здесь их вообще полная орава. Никто нас не ждет. На картинке с этими кроликами прям игрались. Вот в клетке сидит один товарищ. Вон там еще один товарищ тоже в клетке сидит. Дышит так. Ну слушайте, как будто бы и все. Как будто бы вот они все активности, которые здесь есть. Но, по-моему, можно еще пройтись, попробовать
Мне больше всего интересно, почему вот именно в той части комплекса, где мы проходили, очень много людей. Ну, просто интересно. Может, там тоже какая-то активность есть? Сейчас посмотрим. Как будто здесь просто ресторан с качелями. Есть еще второй этаж. Так-то здесь вообще куча людей. Вон, кстати, лодочки. Вон лодочки. Но я что-то не видел, что хоть кто-либо плавал. И там вообще народу нет. То есть не сидит никакого ни персонала, ничего. Еще один водопад, вход 80. Вот. Много мест, где можно бесплатно посидеть. Плюс-минус хорошо оборудованный, есть туалет. А вот это водопад. Круто, да? Большой, большой. Но прикол тут в чем? Тут вот эти вот все веревки развешаны. Специально для того, чтобы вот тебя течением выносит, и ты плывешь по реке. И вот там где-то хватаешься. Вот, в принципе, и все. Вся активность этого водопада, да? Тут вон как с горки скатываются. В воде такие небольшие мальки плавают. Прям полноценными рыбами их не назовешь. Вот это водопад. Вот это водопадище, да, вот это я понимаю. Сейчас праздники, люди просто сидят за столиками, отдыхают, там наверху сидят. Но так они особо не купаются. Нет нужды. Хотя погодка, извините меня, сегодня 30... Сколько? Сегодня 32 градуса сегодня. Как бы освежиться было бы неплохо, да? Но здесь ничего такого особо. Там еще можно пройти, но уже красться придется. Фигня, короче. А по глубине, кстати, здесь нормально, смотрите. Я вообще даже дна не вижу. Очень красивая река, на самом деле. Имеет такой темно-зеленый цвет. По берегу можно пройтись, я не знаю, как далеко. Но берег видно, да, что он здесь такой мелкий-мелкий. А потом как-то так резко-резко начинается глубина. Это обязательно еще сейчас посмотрим. Дальше вот этого дерева я, наверное, уже не пройду. Да, наверное, не пройду. Еду я еду. Идет у них нормальная дорога. Дорога идет. Панс, дорога упирается в баскетбольную площадку. В баскетбольную площадку упирается дорога. Как вам такое? Я никогда бы в жизни не догадался, что здесь есть водопад. Вот дорога. Вот дорога, да? Я проехал, метка водопада где-то там, вот за площадкой. Я услышал журчание воды, я предположил, что водопад справа. Проехал чуть-чуть назад и увидел вот эту табличку. Водопад. И тропинка вниз. Охренеть просто. Ребята, сервис тут на уровне. Тут вообще ни парковки, ничего. Сейчас мы будем первооткрывателями, походу, с вами. В прошлом месте я побыл на водопаде, я не купался, потому что, честно, у меня там не было большого желания плавать. Вот. Все-таки хотелось именно водопад, а не ручеек, да. Походу здесь совсем дикие места. Называется игра «Выбери свое направление». Кто-то вещи сушит. Или тут даже живет. Такой есть водоемчик. Глубину вижу, дно вижу. Так, ну мы пройдем пока в эту сторону, а там дальше видно будет. Надо еще будет обязательно в другую сторону сходить, откуда я пришел. Есть протоптанные
камушки в виде тропок. Очень такой водопад, видимо, непопулярный. Напоминаю, что сегодня праздничный день. И по идее на всяких водопадах и других активностях должно быть куча народа. Но что я видел? На прошлом водопаде народ есть. Здесь никого нет. Потому что он такой, знаете, да, филиппинцы там любят посидеть в беседках. Просто посидеть. И как это обходить? Филиппинцы любят посидеть в беседках, что-то там поболтать, то да сё, выпить рома, да, как на позапрошлом водопаде я вам показывал, где там с тарзанки люди прыгали. Опа, есть какой-то мостик. Там даже чей-то мопед стоит. Прикольно. Кто-то тут все-таки есть. Интересные такие люди. Вот по таким местам вот прям реально приятно походить. Как видите, я больше любитель походить, чем поплавать. Вот, но вот прям вот, знаете, вот такие вот нетронутые места. Опа, вот она, ящерка побежала, убежала. Там есть какой-то подъем, но не похоже, что он куда-либо вел. Вода холодная. Здесь у нас, давайте посмотрим, глубоко, не глубоко. Да, вода холодная. О. Слушайте, ну тут прилично. Тут прилично. Я дна не вижу. А если присмотреться, вот здесь мне, наверное, по грудь будет. А вот там дна я не вижу, значит глубоко. Попробуем все-таки туда забраться наверх. Я думаю, у меня может получиться. Забавно. Вот здесь раньше вода текла. Тоже, видимо, был какой-то водопадик. А сейчас тут балалейла. Все, это теперь не водопадинг, это теперь каньонеринг. Да, туда раньше тоже вода стекала. Видимо, когда дожди идут, тут, наверное, так сказать, в несухой сезон здесь водички побольше, а так течет, что может. Что не может, не течет. Мы вернулись ровно к тому месту, откуда начали. Настало время происследовать ту часть, если это возможно. Хотя по звукам сомнительно, если честно.
Мне кажется, там жесткий обрыв. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, какой там обрыв. Какой тут обрыв. И потом еще один обрыв. Я не думаю, что у меня тут есть шансы. Он разве что может как-нибудь там пройти. Там вот опуститься аккуратненько. Это еще есть вариант. А вот там как дальше? А здесь как? Здесь переплывать. Зато вот там классно, я вижу тропку какую-то. Do it! Just do it! Ладно, поехали. Кто мы такие, если не исследователи, правильно? Если вижу варианты, значит иду к ним. Ну и что они немножечко заброшенные. Варианты-то есть, как пересечь-то. Остальное неважно. Так, камни скользкие, с них прыгать не буду. И здесь на спуск, потом обратно через корешок на подъем. Корешок крепкий. Отлично. Вот здесь как будто бы тоже можно, но здесь выглядит немножко опасно. Такие камни мокрые. Так, нам осталось немножко намочиться. Прям немножко намочиться. Главное, камеру не намочить. По грудь я еще могу плавать, а выше нет. Фух, вода холодная. Так, пока по пояс. Пока по пояс. Пойдем пока по этому краю. Тут я, по крайней мере, пока дно вижу. Опа! По шее упал. Руку успел вовремя поднять. Как будто там было мельче. Ладно, сейчас мы там, цепляясь за скалы, как-нибудь пройдем. Здесь комары летают. Есть. Маршрут преодолели. Монопод не намочили. Но сами немножечко промокли. Но ничего страшного. Кстати, вот. Кто-то здесь мастерски выдалбливал ступеньки, чтобы тут можно было залезть. Обратно можно попробовать здесь. Это я вам показал сложный путь. Вот. Давайте попробуем здесь пройтись. О, как же там высоко. Как же там высоко. Так, сейчас аккуратненько идем. Вот эта тропка, честно, не сильно мне внушает доверие, но другого пути нет. Тут нет другого пути. Как я потом подниматься буду, я же просто этот, как его? А здесь? Ну ладно, здесь-то еще как бы никаких проблем, да? Ладно, здесь на самом деле нормально. Главное все аккуратно делать.
Иначе полетишь очень-очень высоко вниз. Максимально аккуратно. Потому что нога соскользнет, и все, и прилетишь. Я лучше испачкаюсь, чем убьюсь. Да, здесь очень умело выдолбленные ступеньки. Мало того, что они скользкие, так там потом и угол потом острый идет. Вы прикалываетесь? Ладно, не все так сложно. Могло бы показаться. Ну вот о чем я говорил. Скользко. Во-во-во. Ладно. Всякие корешки торчат, они мне помогут, чтобы потом забираться обратно. Вот это прикол. Правда, немножко мусорно. Можно еще немножко ниже спуститься и пройтись. Что мы, наверное, и сделаем. Да, здесь уже более-менее. Вот там было опасненько. Здесь еще нормально. Вот такие активности я люблю. Сюда люди практически не доходят. Фух. Отсюда практически вода не течет, вот там только слегка. Так, ну здесь еще спуск маленький. А тут... А тут как? Тут потом обратно наверх, через лево или через низ. Лягушка. О. Вот это прикол. Вот это я залез. Так, ну попробуем пройтись еще чуть дальше. Нет, слева я не хочу. А вдоль водички я бы прошелся. Сейчас придется немножко ноги опять намочить. Да, мне уже похрен, я по грудь намочился. Уже не страшно. Надо только помнить, что левую руку я не могу мочить в районе предплечья. А остальное пофиг. Фух. Мы сделали это. И нам открываются шикарные виды. Это превосходно. Я смотрю на это уже 5 часов, понимаете? И заброшенные места. Тут хорошо прямо на камень точит. Пойдемте еще чуть-чуть дальше пройдемся. Я думаю, у нас еще есть минут 10. Вот, потом надо камеру опять подключать к экшн-поду. На зарядку ставить. Оп. Вот. Хорошие места пошли. Такие, знаете, несложные. Вот обратно как забираться, вот это будет прикол. Как будто бы можно... Ой, соскользнул. Как будто бы можно какой-нибудь другой путь придумать. Может быть, какую-нибудь тропку наверх, а потом по дороге вернуться наверх к байку. Если будет такой вариант, можно попробовать его.
Но я слышу очень далеко. Всякие мотоциклы, машины очень далеко. Так, еще один спуск. Там как будто бы мельче. Здесь просто угол отражения так от солнца падает, что я ничего не вижу. Нет, тоже нормально. Здесь какой-то песочек странный. И такая, видите, вода застоялая. От смеси грязи с глиной. Этот камень был шаткий. Так, у нас 3 часа дня. До темноты еще 3 часа. До полной темноты. Время у нас есть. Даже заблудиться. Хотя как тут заблудишься? Тут просто берешь, разворачиваешься и идешь против течения. Опять скользкий камень. Здесь камни очень скользкие. Убиться можно просто вот так, по щелчку пальца. Обязательно смотрите, если пойдете этой же дорогой, куда наступаете. Фух. О. Так приятно вот в этой вот холодной водичке находиться, вы не представляете. Нет ничего более кайфового. Я не знаю, где дорога. Она все дальше и дальше уходит. Ладно, принимаем волевое решение пройти дальше. Чуть-чуть, еще чуть-чуть. Всегда, когда я говорю еще чуть-чуть, я вижу самые лучшие и самые секретные места. Так что давайте, погнали. Опа, по пояс. Почти. Ай-яй-яй. О, это было скользкое дно. Так, ну здесь прикольно, но тоже ничего нет. Сзади меня сейчас то ли ящерицы, то ли жабы опять попрыгали. Вот, немножечко ускоримся. Заряд камеры не бесконечный. Это наше на сегодня последнее будет мероприятие, активность. Назовем ее, пускай, каньонеринг или водопадинг. Напишите в комментариях, что вы думаете про это все. Опа. Будет интересно почитать. Сейчас скажет отбитый какой-то. Ходит по каким-то скользким камням. Без какого-либо маршрута. В надежде. Или не в надежде. Вообще без цели. А у меня есть цель. Я хочу
попробовать найти еще какую-нибудь тропку, чтобы взять и выйти на дорогу. Только есть один прикол и один нюанс. Я с собой не брал телефон, у меня нет с собой карт. Я не знаю, как по каким-либо дорогам идти. Еще один водоем. О, здесь прикольно. Правда, сюда нужно идти прилично. Очень прилично сюда идти надо. Вот она загибается, вправо ходит. Здесь просто ручеек. Там как будто бы видна цивилизация, но это не точно. Вот, кстати, водопровод, что ли. Смотрите, что это такое. Прикольно, да? Сделано, чтобы камень не точило. Там она закреплена как-то. Кстати, вон мост. Вон какой-то мост. Там, наверное, даже машина ходит. Сейчас приколимся. Сейчас приколимся, вылезем там. Скажут, вот придурок. Как ты туда залез вообще? Что-то падает сверху. Вон там белье висит чье-то. Смотрите, мост прямо надо мной. А я сейчас под мостом пройду. Я плюс-минус понимаю, в какую сторону мне идти, где мне потом сворачивать, чтобы прийти к своему мотоциклу. Так что в теории можно подняться наверх каким-либо образом. Ну ладно, не каким-либо образом. Вот вроде. Вот здесь можно забраться справа. Или туда дальше чуть-чуть пройтись. Нет, давайте здесь попробуем забраться. Силы потихонечку покидают. Камера потихонечку разряжается. Сейчас мы, наверное, через чей-то участок будем выходить, да? Фух. Жопа вся грязная у меня. Мокрая. Вылез вообще на чем-то участке, походу. Здесь вон плантация пальм. Так, мне надо еще чуть-чуть выше подняться. Чуть-чуть выше. Получится? Да, есть. Ступеньки выдолблены. Хорошо. Вот все для людей. Все сделано для людей. Вот тоже пальму посадили, растет. Здесь чья-то мини-плантация пальм. Идти прямо по этой дороге. И потом мне нужен первый поворот направо вверх. Первый поворот направо вверх. От моста иду еще примерно минут 10. Вот, как я говорил, я нашел нужную дорогу, по которой я заезжал на байке. У меня нет топографического кретинизма. Я сразу в нужную сторону повернул. Вот, и мне не придется сейчас вот по вот этим низинам, по вот этим водопадам сейчас обратно забираться. Потому что силы уже заканчиваются. Вот, сегодня уже было довольно-таки много активностей. Это моя последняя активность на сегодня. Вот, и здесь я постарался оставить все свои силы. Сил осталось только на доехать. А вот и мой байк. На все про все у меня от моста ушло меньше 20 минут. Я особенно рекомендую этот водопад.
с говорящим названием Waterfalls. Внизу вы увидите его название. Некоторые названия тут особо не выговоришь, без 50 грамм. Очень рекомендую и поплавать, и походить по камням. Как видите, входной плата 0. Нету никаких постов. Вы здесь ничего не платите. Не то, что на прошлом водопаде. 80 песо за то, что в беседке посидеть.